Дорогие зрители, приветствую вас на моем канале, а в этом видео готовлю очень вкусное, освежающее лимонное мороженое. Для его приготовления мне понадобятся следующие ингредиенты. Желтки, 1 средний лимон, молоко, сахар, сливки 33% жирности, соль и ванилин. Для начала снимаю цедру с лимона. Мне нужна только верхняя яркая часть. Вот столько у меня получилось цедры. Затем прокатываю лимон. Это нужно для того, чтобы он лучше отдавал сок. Убираю косточки и выжимаю сок из лимона. В общей сложности у меня получится 85 грамм сока. Я его не процеживаю, использую вместе с мякотью. Единственное, убираю лишние косточки. Дальше готовлю лимонную основу для мороженого. Для этого в сотейнике смешиваю сахар, желтки, соль, цедру и ванилин. Но ванилин это не обязательный ингредиент, потому что в готовом мороженом он абсолютно не чувствуется, поэтому смело можете не добавлять его. В описании к видео я также не буду его указывать. Теперь, когда все хорошо смешано, добавляю сюда молоко и также все хорошо перемешиваю до однородности. Сок мне пока не нужен, поэтому я отставляю его в сторонку, а основу переношу на плиту и буду уваривать до легкого загустения. Если у вас есть прибор, которым вы можете померить температуру, то температура должна составлять 80 градусов. Если же нету, ориентируйтесь на свои ощущения. Как только почувствовали легкое загустение, сразу снимайте с огня. Когда проводите пальцем по лопатке, то эта линия сразу не затекает. Это означает, что основа полностью готова. Можете накрыть эту основу пленкой в контакт и оставить охлаждаться. Но я буду использовать ледяную баню. У меня там еще добавлен лед. И буду мешать до тех пор, пока лед полностью не растворится. При этом основа будет ощущаться прохладной. И только теперь, когда основа остыла, я буду добавлять лимонный сок. Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, почему сок добавляется только в конце. Пока отставляю основу в сторонку и займусь взбиванием сливок. Сливки должны быть очень хорошо охлажденными. И взбиваю их до того момента, как появляются вот такие вот уже узоры на поверхности. Теперь понемножку добавляю сюда лимонную основу. Перемешиваю миксером на маленьких оборотах. А потом все, что осталось, вымешиваю лопаткой. Когда масса стала полностью однородной, перекладываю ее в форму, в которой буду замораживать. Желательно, чтобы это была форма, в которой мороженое будет небольшим слоем, так оно будет быстрее замораживаться. Теперь разравниваю поверхность и отправлю в морозилку на 40 минут. У меня уже прошло 40 минут. Теперь достаю мороженое из морозилки, открываю и буду перемешивать его. По краям уже оно немножко схватилось, и теперь моя задача венчиком полностью разбить эти кристаллики и смешать с основной массой. И снова отправляю мороженое, теперь уже на 60 минут. Во второй раз мороженое подморозилось еще больше. По краям уже прям хорошо видно, как оно заморожено. И даже пришлось брать лопатку, чтобы убрать мороженое внутри венчика. Также хорошо разбиваю эти кристаллы до однородности по всей массе. И снова отправлю в морозилку. Можно отправлять на 40-45 минут. Вот уже это третий раз, когда я замораживала мороженое. И это будет последний раз. Теперь я очень хорошо его перемешиваю. И в этом моменте вы можете либо оставлять его в этой форме до полной заморозки, или разлаживать по вафельным стаканчикам, либо другой посуде, которая у вас есть. В итоге у меня получилось очень вкусное, нежное лимонное мороженое. У него очень ярко выражен лимонный вкус,
а сливки придают ему нежность пломбира. Обязательно порадуйте себя и своих близких этим вкуснейшим мороженым. Всем пока, до новых видео!